Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Мы все-таки решили сделать серию видео про релизы. С вами мастер спорта международного класса Ермолаев Дмитрий, и мы начинаем. В этой серии мы расскажем, что такое релизы, какие они бывают и зачем нужны. А в последующих видео более детально посмотрим на каждый из типов. Релиз – это специальное устройство, которым стрелок цепляется за петлю и делает выстрел. Им пользуются при стрельбе из бочного лука. Почему? Основные преимущества по сравнению с обычным захватом тетивы пальцами состоят в следующем. Во-первых, релизу все равно на угол тетивы. Она цепляется за специальную петлю, которая находится за хвостовиком стрелы. Если у вас лук с маленьким расстоянием между блоками или очень большой растяжкой, то угол тетивы будет настолько большой, что вы не сможете растянуть и сделать адекватный выпуск пальцами. Во-вторых, тетива с релиза сходит ровно, по прямой линии, в то время как пальцы откидывают тетиву в бок. Поэтому, стреляя из бочного лука руками, всегда есть шанс того, что тетива слетит с блоков. А если стрелок неопытный, сюда же можно добавить и скручивание лука. Кстати, да, скручивание происходит в противоположную от того, куда скидывают тетиву, пальцы в сторону. И от этого шансы на поломку кратно увеличиваются. Поэтому, если покупаете бочный лук, то сразу покупайте и релиз. Теперь о том, какие релизы бывают. Запястные, они же подвесные. Они, как можно догадаться, крепятся на запястье, и вся нагрузка, соответственно, тоже идет на запястье. Такие релизы более безопасны, так как ни при каких обстоятельствах не вылетят из руки. Также они проще в освоении. Так как во власти стрелка только спусковой крючок, а сам релиз находится в натяжении между луком и запястьем, что значит, что сдвинуть его будет намного сложнее. Вот я натянул лук и могу крутить кистью как угодно, при этом не сдвигая релиз. Можно выстрелить даже безымянным пальцем. Но давайте я покажу вам, как это сделать наиболее правильно. Растягиваемся, находим прикладку, плавно опускаем указательный палец на релиз и делаем выстрел. Второй тип – это кистевые, они же Т-образные. Такой релиз стрелок держит в руке. Такой релиз дает больше контроля над выстрелом. Вы лучше чувствуете прикладку, усилия и сам выстрел. Нет какого-то общепринятого мнения, что один тип релиза лучше другого. И тот, и другой используют спортсмены мирового уровня. Также есть гибридные релизы. Это Т-образные релизы, которые дополнительно крепятся на запястье. Но по каким-то причинам они не особо распространены. Это все, что касается форм. Но помимо формы, есть и различные принципы работы. Давайте кратко по ним пробежимся. Нажимной, он же триггер, просто срабатывает при нажатии на кнопку. Поворотный, срабатывает за счет поворота релиза. Затяжной. Релиз, который мы растягиваем с предохранителем, потом снимаем с предохранителя, делаем дотяг, и при достижении определенного давления релиз выстрелит. Со срочным спуском. Релиз растягивается с зажатой кнопкой, потом кнопка отпускается, и через некоторое время происходит выстрел. То есть вы приложились, отпустили кнопку, и через секунду или через сколько вы настроите, релиз выстрелит. И последние – это нестреляющие релизы. Они созданы для того, чтобы вы могли безопасно растянуть лук, не боясь, что при этом он у вас выстрелит. Такие релизы в основном используют в магазинах, либо для отработки каких-то элементов техники. Обо всех этих релизах мы поговорим более подробно в следующих видео. Так что подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. И запомните, лучше самый простой американский релиз, чем самый дорогой китайский. А с вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч!